Всем привет, с вами Яна Бетру, и я безумно рада приветствовать вас на нашем YouTube-канале. Впервые за 5 месяцев мы собрались в гейминг-хаусе на буткемп. Как вы знаете, за время карантина в составе произошли изменения, поэтому сегодня у нас по плану познакомиться с новыми игроками и узнать, как дела у команды. Приятного просмотра, поехали! Андрюх, ну рассказывай, как в целом для команды прошел карантин. Быстро. Я понимаю то, что 5 месяцев пролетело вот с момента, я вспоминаю тот день, просыпаюсь, такой вспоминаю, так, сегодня ночью летим на мажор, смотрю быстро новости, понимаю то, что никуда не летим, уже через буквально пару часов уже что все на чемоданах, и действительно как бы время очень быстро пролетело, было много изменений, конечно, за это время. Ну, как бы вот мы опять здесь. Занимали не очень места на всех лигах. Да. Возможно, это из-за отсутствия буткемпа, возможно, из-за нового формата лиги, к которому мы не очень готовы. То есть раньше было, что прилетаешь на буткемп, готовишься неделю, потом играешь квалификацию дня 4, если проходишь на мажор, и уезжаешь. Ну, где-то тоже на месяц, и потом снова собираетесь перед мажором на буткемп, тренируетесь. А сейчас, последние полгода, из-за коронавируса все поменялось, и надо привыкать к этому. Да, конечно, скучно было. Дома нечего было делать. Тут хотя бы какая-то движуха происходит. Ну, ты вообще же домосед, в принципе, тебе дома комфортно. Ну, вообще, вот что было самое сложное для тебя за этот весь карантин? Ничего, как обычная жизнь. По кайфу, короче, было. Но скучно. Да. Мне замечательно, на самом деле, было. Я люблю сидеть дома. Это моя фишка. Я люблю сидеть дома, люблю страдать всякой фигней. Дома можно и за компом посидеть, за Сонькой посидеть, почитать что-нибудь, кальянчик сделать. Все есть дома для счастья. С точки зрения команды, расслабляешься? Не, вот в доту из дома играть не так удобно, конечно. С буткемпа, понятное дело, в 1000 раз круче. Для развития команды куда проще было бы съездить на буткемп, где мы сейчас и находимся. Ну, дома все в зоне комфорта находятся, поэтому тяжело так судить. Ну, все там могут отойти после игр, там, что-то поделать. А когда на буткемпе все обсуждают доту, более сконцентрированы на игре, нежели дома. Казалось бы, что вы выиграли квалификацию на мейджор, ну, довольно неплохо играли. Но потом вот как-то отменили этот мейджор, и в онлайне все как-то пошло по наклонной. И непонятно, была ли вот победа на квалификации, это случайная какая-то победа, или... В общем, непонятно, что на самом деле происходило в составе, и хочется, чтобы ты как-то вот рассказал, почему все-таки решили сделать замены. Победа на квалификации была не случайной. Мы хорошо подготовились, хорошо выступили. Просто когда мы уже находились в онлайне, какие-то проблемы, которые, мы понимали, то, что они есть, они стали более очевидными, и нам сложно было перейти на следующий уровень. То есть мы понимали то, что, квалификация, откровенно говоря, таких сильных команд, которые должны были быть на мажоре, не было. То есть квалификации не такие сложные были. То, что мы их выиграли, это нельзя назвать большим достижением. Мы на скорую руку собрали состав с Семеном. Семена есть капитанская, но... не знаю, возможно, у нас не получалось. У него есть своя капитанская фишка, но у нас просто не получалось. Нам нужно было как-то выбираться из этого. Мы сидим полгода, и, ничего не меняется вообще. Мы приходим, каждый день играем, и каждый раз появляются одни и те же проблемы, что никто не может высказать свою идею, сказать, что нет, давайте играть здесь, нет, давайте сделаем это. У нас просто куда тропинка приведет, туда мы и бежим. Хорошо, закончится плохо, непонятно. То есть, на самом деле, ко всем ребятам был привязан, то есть, знаешь, много людей, точнее, немного, но были определенное количество людей уже прошло, через состав, то есть, с Акбаром, то есть, я, на самом деле, больше всего дружил и общался, наверное, я бы сказал, что для меня, это сложнее всего было. А так, и Дан, Близи, тот же Сёма, с которым, мы еще и ранее играли тоже вместе в Веге. Конечно, это сложно, но, как тебе сказать, когда ты уже в этой сфере находишься не первый год, да, столько, сколько я, то ты уже понимаешь, что это просто часть всего этого. Были проблемы, которые вроде как не решались, а вроде бы, вроде бы и так нормально, более-менее. В общем, мы просто сидели, на самом деле, не знаю, не очень понравилось это времяпровождение, надо было что-то точно менять. Мы по-всякому пробовали, мы пробовали сохранить состав, но
как бы в какой-то момент стало очевидно то, что это невозможно. Ну и, в принципе, хорошая возможность есть, потому что инта нету. То есть много времени для того, чтобы перестроить команду, взять как бы новых ребят. И цель как таковая, то есть построить стабильный тир-1 коллектив. Капитанов, Их нет. да, капитанов нет. С Ильясом очень не хочется расставаться, потому что я в Ильясика верю очень сильно. Перспективный мальчик. И, то есть, нужна 4 капитан. Первое, что пришло в голову, это So Bad. Ему нужно развиваться, с ним нужно развиваться, ему нужно помогать развиваться. И как бы насчет того, что никто никогда не знает, в принципе, как играл So Bad, кроме тех, кто был с ним в команде, что из этого выйдет финальное, не совсем понятно. То есть мы можем месяц-два посидеть, то есть мы будем вместе с ним учиться, будем ему помогать. Но в конце что выйдет, то есть, нет никаких гарантий, кроме того, что мы знаем, то, что он в Веге, то есть у них там хорошо получилось один раз, единственное, они хорошо сыграли на квалификации. Но для того, чтобы в это поверить, прям вот уверенностью 100% сказать, то, что вот нам это подходит, нельзя. То есть, но и, опять же, у нас параллельно был Immersion, Санек, которому уже точно можно сказать, то, что как игрок у него, у многих, я думаю, в нашем регионе, игроки о нем хорошее впечатление. Он все время на слуху. Да, всегда есть как бы Immersion, всегда он есть на слуху. И когда мы думали, что делать, мы открыто его спросили, мы сказали: Санек, у нас беда, мы либо находим капитана, либо, в принципе, можем расходиться, что называется. Он не то чтобы этим занимался, он был просто человек, который был с этим совсем как-то рядом, всегда это все задевал, ему это все очень интересно, и он хочет попробовать. Друзья, знакомьтесь, Александр Immersion Хмелевской. Привет. Привет. Наша новая 4. Сань, тут стандартный вопрос, наверное, для многих, кто приходит в Нави. Все-таки, как ты попал в Нави, с чего все началось? Началось с того, что я сам написал Ильясу, мы с ним знакомы. Меня приглашали до этого, когда были, так сказать, перестановки. До этого это когда? Когда брали Сему, наверное, я не помню честную дату. На тот момент отказался и сказал, что я хочу с ребятами из Spirit поиграть. И был тяжелый момент в Spirit. Я сам написал ребятам, хочу попробовать и так далее. Знаю, что там ищете новых игроков. Меня взяли на тест, и все, прошел тест. В принципе, вся история. Я так понимаю, что Immersion вы взяли не только потому, что он, в принципе, хороший игрок, но и он хочет быть лидером. И он сейчас капитанит. У него есть задатки. Я уже неоднократно говорил, то есть это очень важное качество, то, что человек, знаешь, не боится брать на себя ответственность. Вроде звучит так просто, но даже в прошлых составах таких людей, знаешь, если в команде есть один такой человек, это хорошо. Помимо всего этого, он достаточно трудолюбивый, уверенный в себе. То есть мне очень нравится именно еще, как он играет, как он мыслит. То есть он очень инициативный. У него есть все задатки для того, чтобы стать хорошим капитаном. Это в любом случае долгий процесс. Я не берусь сказать то, что у нас там через месяц уже все будет нормально, через 2 будет все нормально. Я пока не знаю, как оно все будет. Я знаю, что процесс идет. На буткемпе процесс пошел намного быстрее, и я просто надеюсь, что все будет нормально. Какие ощущения от того, что ты попал все-таки сюда, на буткемп, в дом? Что-то изменилось? Не знаю, представление твое о Нави, о команде? Да нет. Ребята очень позитивные, хорошие. Я, в принципе, поэтому и хотел, потому что все такие добрые. Не знаю, как это объяснить, но, в общем, они немного отличаются от всего СНГ. То есть отличаются тем, что не токсичные? Да. А много вообще тебе за всю твою карьеру довелось играть с токсичными? Да не особо. В Spirit все тоже ребята хорошие. В Гамбит были, так сказать, моменты, да, были там и ливы были, все такое было. А как тебе новые ребята? Слушай, ты уже такой старичок среди всех. Ты единственный, кто остался из старого состава здесь. И каждый раз приходят новые люди. Насколько тебе легко адаптироваться к новым людям, как-то находить общие, не знаю, интересы, точки соприкосновения? Для меня это не очень легко, честно говоря. Это занимает время, потому что надо найти общие точки, чтобы было что поговорить. Так, хорошо. У тебя есть прогресс с молодыми? Санек вряд ли молодой, достаточно так. Он уже много где поиграл. Я его достаточно давно знаю, так что там намного легче. Пересекались так в жизни? В жизни вроде только на миноре.
Ты сейчас капитанишь, насколько я поняла. Да. То есть взял на себя эту роль, до этого у тебя не было опыта вообще. Насколько это сложно? Все-таки ты в новом коллективе и новые обязанности. Как ты себя чувствуешь? Не переутомляешься ли? Наоборот, какой-то прилив, наоборот, прикольно. Я никогда этим не занимался. Мне стало больше ответственности, больше времени провожу за игрой. Также я никогда не занимался особо драфтами. Просто иногда подсказывал, но, так сказать, на кнопки не нажимал. И сейчас я этим занимаюсь. И прикольно, больше времени в игре, и как бы меня вообще не утомляет. Саня говорит, что ты ему помогаешь. Ну, у меня просто есть определенный багаж знаний, соответственно, и я точно знаю, как делаются определенные вещи. Где-то по своим ощущениям просто это понимаю, где-то просто я это слышал. И когда я вижу то, что тропинка, по которой мы движемся, она как бы не совпадает с какими-то вроде как простыми, вроде как несложными, но важными вещами, я обязательно об этом скажу. Возможно, спустя день, спустя два, чтобы вся команда убедилась, что вот мы день-два вот так вот поиграли, и у нас ни хрена не получилось. Я скажу: ребят, видите, ничего не получается. Типа, я считаю, что это плохо. А то, мне кажется, сразу это глупо делать. Потому что люди еще не знают, хорошо ли ты или нет, а я уже отрезаю идею на корню. Лучше это, чтобы осталось какое-то у ребят впечатление. Я не капитан, я просто человек, который там что-то знает примерно в этой игре, что-то понимает. И я этим стараюсь делиться. Друзья, знакомьтесь, Никита Янгджи Бачко. Всем привет. Ну рассказывай, как тебе дела? Как тебе у нас здесь? Как тебе в Нави, на буткемпе? Дела идут отлично. Буткемп в целом неплохой. Пейзажи тут симпатичные. Нелюдно особо. Мне нравится все. Команда чёсенькая. Ставлю лайк. Рассказывай свою историю, как ты попал в Нави, потому что всегда это интересно, как кто кому написал, как давно хотел тут играть, может вообще. Это было в начале июня. У меня до этого была команда. Я был в Винсрайках. У нас не особо получалось. Я, по-моему, еще тогда в конце мая взял небольшой отпуск. И вот в начале июня мне написал Мак. Мы с ним созвонились. Он объяснил ситуацию. Сказал: вот так. Мы хотим тебя потестить. Я, очевидно, согласился. Я до этого думал, что, возможно, меня могут позвать потеститься, потому что, как я помню, у Нави все было не очень гладко. Я думал, что такое возможно. Вот мне написали, я согласился, потестился, и меня взяли. С Янгджи ты был знаком до Нави? Нет, я просто мониторил сцену молодых тоже игроков. Никита выделялся на фоне своей команды в Винстрайках, плюс по пулу героев достаточно интересный был. Мы попробовали с ним поиграть, и вот как-то на тот период, когда мы играли, в целом, он очень круто себя зарекомендовал в плане майндсета, пул героев, то есть, нам очень понравилось. Есть мидеры, просто мидеры. Нельзя сказать, что они хорошие, нельзя сказать, что они плохие, просто среднячки. Хочется взять что-то, в чем ты уже как минимум уверен на этапе, когда ты его берешь, что он уже что-то из себя представляет, что не просто так вот ты берешь грубо говоря, какого-то тысячника, который из того состоит в миди, и ты хочешь из него слепить что-то клевое. Хочется иметь человека с какими-то уже начальными данными, которые, в принципе, тебя устраивают. Опять же, это мальчик, просто, как я уже говорил, это пластилин, то есть ты его сам лепишь. Да, это личная работа, личная морока, но в моем понимании это хороший пластилин. Мне кажется хотя бы. То есть лепить можно, пытаться. Понятно, что очень много проблем, там нужно учиться, там нужно лепить, там нужно это, очень много дел, но пока что мне это интересно, и ребятам всем это тоже интересно. Как оно будет дальше, надеюсь, будет так. С Никитой я вообще не был знаком. По сути, да, я про него узнал где-то год назад только. В пабах попались или когда уже увидел его? Когда увидел в инстрайках, по сути. До этого я вообще о нем не слышал и не видел. Так, если взять, вот сейчас я с ним первый увиделся на буткемпе. Он достаточно очень мелкий, понятное дело, то есть, но он такой, не знаю, позитивный, задорный, то есть, первое впечатление положительное, то есть в любом случае. В принципе, как он играл, мне нравилось, он немного выделялся из всей их команды, он был главным, так сказать, звеном, рассказывал то, что он был и более как капитаном там, в общем, он выделялся, и, в принципе, игрок хороший, да и парень тоже. Когда только пришли новички, мы стали хорошо играть на Конорах, но это был еще старый патч, поэтому тяжело судить. Возможно, некоторые команды просто имели отсутствие мотивации, знали, что скоро будет новый патч. Но тогда мы уверенно играли, и потом у нас был 2-недельный перерыв. Когда начался новый патч, мы начали играть. Поначалу у нас не шло,
но сейчас вроде более-менее. Саня и Никита очень приятные люди, приятно с ними играть, амбициозные, мотивированные. Тебя не пугает давление, которое может на тебя быть в связи с тем, что ты мидер? Знаешь, ну, всегда на мид, в принципе, люди более так тщательно смотрят. Вот. И тут может быть такое. А ты как не опасаешься этого? Да нет, как-то по барабану, что пишут обо мне, что думают обо мне. Я как бы читаю комментарии, но пусть пишут. Меня никак это не задевает. Я пытаюсь играть, выкладываться на все 100, играть в свою доту и чему-то учиться. Знаешь, есть много игроков, которые после каждой официалки заходят там и читают комментарии про себя. Ты из этой категории ребят? Да, я люблю почитать. Всегда интересно, что пишут. Даже если это плохие комменты, но меня это не задевает. Просто, посмеялся, там, улыбнулся, даже если, проиграл, то ничего. Не было никогда желания там ответить: ребят, нет, на самом деле вы там что-то не понимаете, не знаете? Да нет. Пусть люди пишут, свобода слова. Пусть пишут, что хотят. В целом ты спокойно, да, к этому всему конечно. относишься? Есть определенное количество качеств, как по мне, которые мидер должен делать. Есть одна очень простая истина, то что во всех лучших командах в мире в миде обычно стоит самый жесткий игрок этой команды. И это не просто так, потому что, в моем понимании, как мне кажется, мид — это роль, на которой проще всего воздействовать как-то на игру, на начальном этапе, где-то в мидгейме. Мид и четверка — это самые подвижные роли, если брать вот топ-2, например, да. И они могут повлиять на очень многое. И от того, как они сыграют, тоже важно очень много. Это не значит, что другим играть не надо, да, то, что ты можешь просто бегать, там, страдать фигней, там, на венике 0.7 бегать, да, в харде, как я обычно. Ты должен что-то делать. Как тебе ребята в целом? Опиши немножко атмосферу в команде. Атмосфера дружелюбная, конечно. Могу описать каждого игрока по отдельности. Давай. Паша, значит, весельчак, всегда хочет что-то поделать, очень добрый человек на самом деле. Ильяс немного такой скромненький, всегда любит поспать. Владос просто сам по себе четенький, анимешник. Я думаю, все знают. А ты тоже анимешник? Наполовину, да. Люблю иногда посмотреть что-нибудь. А Санечек, он очень трудолюбивый, очень много чего знает о доте, очень хочет побеждать, и вот у него именно вот дота, и все. Знаешь, когда обычно собирается буткемп, вот все съезжаются, такое организуется небольшое, знаешь, официальное там собрание, где как-то вы определяете цели, там, на буткемп, задачи ставите. Вот у вас что-то подобное уже было? Да, было. Вчера мы собирались, обсуждали перед КВшками, что хотим делать. То есть глобально, не на сегодняшний день, то есть не на Да, вчерашний? глобально на весь буткемп, какие мы цели ставим, что мы хотим сделать, как мы хотим развить себя. Есть ли что-то особенное, может, какие-то задачи, которые там раньше перед тобой не ставили, например? Много задач в плане драфта было, это было первостепенное, потому что мы играли турниры, и много трудностей возникло. Именно на стадии драфта? Да. Не сказать, что я хорошо справился с этим, и вот мы сейчас хотим больше как-то в эту сторону развиваться и больше вместе общаться на эту тему, и это главная задача. Слушай, недавно ты апнул 10 тысяч ММР. И вот знаешь, когда приезжаешь на буткемп, так исторически почему-то складывается, что все, кто приезжает на буткемп, они здесь теряют ПТСики свои. У тебя как успехи с винрейтом на буткемпах? Тоже минусовые обычно. Но сейчас 4 паблика сыграл за 3 дня, как бы в плюсе пока. Ты почему так мало сыграл? Вот 4 дня? Много тренировок? Мы начинаем где-то, так как это первые дни, собираться не за час примерно, а где-то за 2. Это где-то час дня. Обычно все встают где-то 11-12, в принципе, один паблик, а вечером уже какие-то тимбилдинг. То есть вы сейчас много, да, довольно тренируетесь? Да. Знаешь, можно играть в день, там, не знаю, по 6 КВшек, но, соответственно, у тебя где-то остается меньше сил, времени для разбора реплеев. То есть сейчас мы стараемся балансировать так, чтобы каждый день уделять достаточно много времени для разбора игр, не только наших, с предыдущего дня тренировочных, а и других команд. То есть недавно был тот же турнир Dota Pit, и Nigma очень круто выступили на этом турнире. То есть там есть что почерпнуть, что разобрать.
И сейчас, когда еще начнется Мега-лиг, там будут играть все как бы топовые коллективы. Соответственно, игры не каждый день. У тебя есть небольшие перерывы между играми, и будет возможность тоже разобрать, чем играют другие как бы сильные коллективы. Как бы это круто. Очень сильно хочется сыграть уже с сильными командами. Лига начинается уже, по-моему, на следующей неделе. 14-го. Ну, хотел бы поиграть, надеюсь, у нас все получится, мы подготовимся, выступим достойно. У меня вообще огромное ожидание от этого турнира. Все тир-1 команды, огромный призовой фонд. В принципе, очень крутой турнир. Это будет хороший опыт. Ну, для меня все еще это лиги в интернете. То есть, ну, это... Для меня это борьба ни за что. То есть, понятно, что деньги — это круто, там, весело. Вокруг денег все строится в нашем мире, но хочется что-то, если грубо говоря, хочется что-то поднять после того, как ты что-то выиграл, сказать, я победитель и так далее. То есть к чему-то стремиться, к победе, то есть к какому-то признанию, к душевному какому-то спокойствию после того, как ты вот это все сделал, ты прошел длинный путь, тяжелый, ты смог победить, все, ты лучший, тебе прям легко на душе становится, что ты смог этот пройти. А от того, что ты вот сидишь за компом, типа на буткемпе, ты там что-то играешь, ну, выиграл что-то, например, круто, почти выиграл, блин, жалко, проиграл, ну, блин, ну, плохо. Нет, Не такого, то, не не то, то. это не те, мне они вообще не нравятся, честно говоря, но, ну, играть что-то надо, если, как бы, хочешь, чтобы команда на чем-то училась, где-то училась, как-то развивалась, играть в любом случае надо. И мы играем, да. В чем сила этого состава? В чем сила, знаешь... Ладно, давай так, я не буду как бы скрывать, я сам пока не знаю точно, в чем сила. Мы сейчас ищем, да, вот эти вот как бы моменты, то есть мы должны стать той командой, которой мы как бы хотим. Как бы мы сейчас сами свою силу не до конца как бы понимаем. Да, я могу как бы обозначить какие-то сильные стороны каждого игрока, но конкретно в чем именно сила как команды, пока сложно как бы сказать. Мы сейчас находимся, ну, как бы на вот этом пути становления.